Всем привет, народ! Ну что, как вы знаете, мастерская уже покрашена. Все отлично, все с ней здорово. Но сегодня и последующие дни меня интересует изготовление террасы. На сегодня мне понадобится абсолютный минимум инструмента. Это пара козлят, циркулярочка, рулетка, карандаш, угольник Свенсона и вот такой чертеж, который Сережа, которого вы все прекрасно знаете, мне любезно нарисовал. Вообще отлично, это раскладка террасной доски, которая должна находиться вот на этой части непосредственно. Почему мне нужна была эта раскладка? Потому что вот эти ламели у нас лежат через 450 миллиметров, это по осям. И нужно было понять, что да как это все ляжет. Почему? Потому что я уже говорил, что террасная доска была куплена вот прям по цене колотых дров. Поэтому ее состояние, ну, скажем, такое себе. Где-то есть вот такая фигня. Соответственно, отсюда можно взять только, что там, ну, метра полтора. Ну и здесь на остатки идет. Угу. И есть еще вот такие вещи. Вот просто пружина вывалилась. Ну, прям... Да, есть, в общем, места, где не очень все хорошо. Неплохо, но и не супер хорошо. Да, вот там вообще очень даже неплохие досочки лежат, я отбирал. Но отбирать я стал чуть позже, да. То есть эта маленькая кучка не говорит о том, что хороших меньше, чем плохих. Потому что, ну, поздно сориентировался, что можно перекидывать хорошие и плохие. Я их просто перебирал, на прокладки выкладывал. Приехала просто глухая пачка. Не суть. Короче, сейчас подсчитаю нужное количество этих досок, ну, имеется в виду, каждый по размеру свои выделю, да, и начну все это дело напиливать. Почему и для чего мне вообще это нужно, я уже объяснил, да, во-первых, чтобы по лагам у меня все это сошлось из-за того, что у меня не супер хорошая террасная доска, но и из-за того, что каждую абсолютно доску нужно покрасить с нижней стороны, снизу, для того, чтобы абсолютно полностью ограничить доступ влажности, ну, непосредственно воды. Понятно, что атмосферная влага будет туда попадать, но вот именно в прямом смысле слова влага, дождь, вода, то есть чтобы туда не попадало, иначе все это будет дело капать, предположим, сверху раз, и снизу начнет вот это все лежать, и там, ну, наверное, скорее всего, гнить, хотя это лиственница, и гниение ей, ну, скажем, чуждо несколько. Вот, поэтому раскладку напиливаю, а с этой стороны, как будто бы я вижу, у меня вот здесь длина, ну, скажем, наверное, это глубина все же, 3,85, неполноценные 4 метра. Это было сделано осознанно, что доска будет пилиться. Ну, имеется в виду, ее торцы будут с двух сторон подпиливаться. А состояние мне уже было известно, поэтому вот так было сделано. Ширина у меня 5 метров. Здесь по 2,5 у меня пролеты идут. Вот, и здесь, скорее всего, будут и 4, ну, то есть 3-метровые, 3,85, ну, называемых 4-метровые, и, скорее всего, 2-метровые. И я их буду чередовать. 4, 2-2, 4, 2-2 и так далее. Да, ну, по крайней мере, мне так хочется это видеть. Было бы неплохо, но пока что я займусь вот этим, а потом уже перескочу туда. Ну, в общем-то, и все. Что тут, много текста уже, наверное, да, наговорил. В принципе, тут надо просто брать и действовать. Работа вроде как не супер пыльная, хотя пыли тоже будет достаточно. Но нужно это сделать обязательно. Ну, а завтра уже поеду за саморезами, чтобы уже просто оно у меня было, лежало, никуда не выдвигаться. Потому что по погоде, ну, где-то так и придется сделать. И начинать красить со страшной силой. Нижнюю часть доски на 1 раз красим, верхнюю часть на 2 раза. Все понятно, казалось бы. Погнали. Вот такую жесть устроил, короче, тут наворотил, капец, все пораскидал, кто где. Ну ладно, все это фигня, все это прикол. Там
такую немного некондицию отложил совсем, скажем, ну, не для террасы доски. Здесь уже маленький комплектик у меня есть. Еще не все, конечно же, само собой не все. Ну, тут не может быть всего, как вы видите, да. Вот ту дальнюю часть я еще не пилил, а вот это уже есть. И вот думаю, надо бы чуть-чуть подразложить, так чисто, как это все будет выглядеть. Все доски на 100 миллиметров больше напилены с запасом, потому что пилить именно четко в идеальный размер буду уже по факту, когда буду непосредственно их крепить к лагам пола, лагом террасы самой непосредственно, да. Под кондиционером вообще не будет никаких досок, ничего и никак. Почему? Потому что, вы знаете, кондиционер у меня зимний, это инвертор, он же тепловой насос, воздух-воздух. И зимой он мне дает тепло, и когда он намораживает на своем радиаторе, он, естественно, включает оттайку, да, то есть все это тает, вода льется вниз и так далее. Мне на досках вот эти вот горбы льда не нужны. Все это капает вниз на землю, и там небольшой бугорочек за зиму образовывается ледяной. Ну а сейчас хочу сделать небольшую раскладку, чтобы понять, что у меня на конце выходит, потому что вот там, где треугольник вот этот стоит, там немножечко у меня не рассчитано. Сергей не смог мне это до конца обрисовать, поэтому придется самому понять, как это должно выглядеть. И вот подвыложил досочки. Ясно стало, что вот здесь мне одной доски не хватает. Вот такой 3700 длина ее составляет. Еще неизвестно, буду ли подрезать вот этот угол или нет. Возможно, как-то что-то зажмется. Хотя теоретически кондиционер у меня все еще двигается. Я могу его слегка сдвинуть. И, кстати, да, я его буду потом закрывать деревянным коробом. Естественно, в виде жалюзи и так далее. Короче, чтобы все было открыто, но при этом видно его не было. Ну, здесь все классно, все здорово получается. Сейчас я замерю вот эти остатки, которые у меня пошли сюда, и остается всего ничего. Рассчитать, ну, то есть, типа, понять, сколько и каких досок мне еще надо. По возможности вот сюда переносил доски, и вот такой вид уже открылся. Я специально заложил половину террасы, именно вот этой части террасы, чтобы понять, сколько досок мне вообще необходимо. Ну, хотя бы плюс-минус, да, потому что здесь мы с Серегой что-то не успели рассчитать, да я этим вопросом не особо и задавался. В принципе, я именно так себе это и представлял, что буду просто стаскивать, и найдется понимание, как это все будет выглядеть, и сколько мне все же нужно этих досок. Все классно, их тут 18 штук, итого будет 36. И, кстати, здесь внизу, под всей этой террасой, будет хранение. Хочу вот там с двух сторон, ну, имеется в виду со стороны-то с одной, но два открывающихся таких люка, дверцы, кверху именно, не в бок, а кверху. Вот. Ну, хранение будет такое себе непонятное, да, потому что щели все же будут. Зазор, кстати, будет порядка 8-9 миллиметров. Да, зазор, возможно, кому-то покажется большой, но хочу именно такой сделать. Как по мне, не особо кидается все это дело в глаза. Вот, допустим, прямо здесь и сейчас, вот сюда, если взглянуть, вот здесь вообще порядка 7 миллиметров. Но это мало, прям капец как мало. Ну, типа, этого достаточно, да, но я не обломаюсь, если будет немного больше. Ну что, все понятно в целом-то. Что, надо рассчитывать и нарезать уже все эти остатки. А у меня еще полно досок. Охренеть как много. И, кстати, про то, что я говорил, что там будет 4 метра и 2,2 потом, то есть и так далее. Ну, имеется в виду в шахматном порядке, что нарезка произойдет какая-то. Ничего подобного. Я посмотрел, я точно выберу 4-метровые доски. Там осталось-то всего 2 штуки еще сверху лежит, 18 там. Итого 16 палок всего ровных туда необходимо. Так что там будет все 4-метровое. Кайф. Погнали. Раскладочка завершена. Отлично все получилось. Вроде как мне везде и всего хватает, но имеется в виду по расстоянию от и до.
Да, здесь сейчас все это дело с перехлестом лежит, навалено, как попало, но провалов никаких нет. Здесь вот так вот пока что. Вот это еще пока неизвестная история. Попадет ли у меня должным образом все это наискось дома. Почему? Я все это говорю, а, видимо, еще никто и не в курсе, потому что я, конечно же, так и не сказал. Я хочу начать с той стороны, имеется в виду, с улицы, укладывать все эти доски. Для чего? Для того, чтобы у меня вот здесь, ну, естественно, я думаю, всем это и так понятно, что хочется, чтобы с лицевой стороны, а лицевая сторона у нас это всегда подходная сторона, здесь было красиво, без всяких подрезов и обрезов. Имеется в виду, что я хочу здесь начать с четкой прямой линии и идти к дому. Ну, а там наверняка будут какие-то извилины и так далее, потому что дом, ну, 100% не супер прямой, ну, так же, как и, грубо говоря, наша обвязка, но она не идеальная, ну что уж там, будем говорить, будем откровенны в этом плане, да. И поэтому я начну отсюда, пойду туда, здесь у меня будет бортик, будет свес порядка 30 миллиметров. Я сейчас, конечно же, больше выпуск выкинул, но тем не менее будет обязательно спуск 3 сантиметра, чтобы здесь потом речки встали, все это было красивенько, как будто под козырьком. Красить буду здесь, подпиливать здесь, и уже четкий размер окрашенный по нижней части буду накидывать сюда. План приблизительно такой, что я буду брать пару рядов, нести сюда, рядов имеется в виду, прям в длину, да, набирать, забираю, переворачиваю, крашу все это дело, выжидаю какое-то время, хватаю первый ряд и начинаю его накидывать. Беру третий ряд, приношу сюда, крашу и беру второй ряд, несу. То есть он уже подсохнет к этому времени, потому что масло будет достаточно быстро сохнуть, вроде как обещают несколько солнечных дней. Да, в принципе, меня и такая погода устраивает. Сейчас где-то 20-22, но при этом пасмурно. Это очень кайфовая погода. Вот и новый день. Ничего не изменилось. Бардак остался. Доски лежат на месте. Все отлично. Переночевали. Классно. Ну и инструмента сегодня побольше понадобится. Начнем с того, что, как я уже сказал, доски у меня напилены с запасом. Буду пилить, отмерять, вот это вот все рисовать. Подготовил фрезер с вот такой вот скругленной фаской. Вчера по чистой случайности попалось мне видео, я, конечно же, заинтересовался, зашел и посмотрел на любимом ютубчике. Что парни делали? Они снимали фаску непосредственно вот здесь. То есть, понятно, что здесь должна быть фаска. У меня, кстати, не на всех досках она есть. Но и в целом меня это не сильно заморачивает. Почему? Потому что здесь будет все-таки зазор. И вот этот зазор будет компенсировать вот эти скругления. Но мне очень понравилась идея, когда есть фаска на торцевых частях досок, потому что с одной и со второй стороны это смотрится просто охрененно. Это вот как ламинат. Вот у меня, допустим, что здесь ламинат с фаской, у меня дома ламинат с фаской, и смотрится обалденно. Я вообще люблю ламинат с фаской, поэтому я решил, что я хочу сделать фаску на террасной доске. Это предотвращает то, что когда доску будет коробить, она будет приподниматься, где-то приопускаться, и чтобы вот этих вот четких прямых углов не было аккуратное скругление, и тем самым ты даже не будешь видеть то, что вообще эта доска приподнялась. Плюс ко всему зацепы будут минимизированы, то есть если доска вылезла и ее невозможно будет зацепить, отщепить что-то лишнее. Это, по-моему, просто охрененно. Плюс ко всему я смогу прокрасить, скажем, эту фаску, что с одной, что со второй стороны. И даже если она будет где-то приподниматься, я не увижу не прокрашенного цвета, да, то есть не прокрашенной доски. А здесь обязательно увижу. Красить-то я буду сверху, потом она поднялась, и вот она торчит. Все, беда. Короче, фаска, по-моему, это круто. Вообще обалденно. Пацанам лайк за такую подсказку. Шлифмашинку подготовил, потому что кромка досок тоже не везде идеальная. Где-то что-то придется подшлифовать, что-то подделать. Подготовил пару импактов. Один, естественно, с насадкой торкс, звездочка, и прикупил вот такое сверлышко с зенковочкой. Зенковка регулируется, сверло, вылет регулируется. И что самое прикольное, здесь вот эта верхняя часть, скажем так, посадка, да, когда ты уже вроде как
коснулся доски, крутишь, а она не дает вот этих следов. Следов чего? Замятия, елки-палки, скорее всего, да, наверное, так можно это назвать. В общем, такое интересненькое сверлышко, поработаем, посмотрим, как это будет выглядеть. Подготовил 2 вот таких рейки из американского ореха. Скажете, вообще охренел? Это же дорого, это прям вот это вот все. Почему нет? Инструмент же дорогой есть. А почему вот это не инструмент? Конечно же, это инструмент. Инструмент для того, чтобы задавать необходимый мне зазор. 8,5 миллиметров получилось. То есть не 9 и не 8. Я говорил, либо будет 8, либо 9. Решил ни туда, ни сюда. Ни вам, ни нам, как говорится. 8,5. 2 штуки сделал. На пролет, если что, вдруг где-то уложить нормально будет. На 2 лаги такие палки точно кладутся без проблем. Здорово. Мои любимые саморезики 5х80. Почему такие длинные, скажете? Можно было типа 60 или 70. 70-ок не было в наличии, а 60 мало. Почему? Потому что саморезы должны быть как минимум 2 длины вашей доски. То есть имеется в виду, у меня 27-я, соответственно, ну что нам, 54 типа надо, да, но это 60 грубо. Я считаю, что 60, ну тупо мало, поэтому 80-ка. Почему бы и нет? Классно, нормально. И вот как раз вот этот скользящий момент остается в самой доске непосредственно. Здорово, великолепно. Перчатки готовы. Есть лоток для масла. Ну и, конечно же, само масло. Это, само собой, как вы понимаете, масло Осмо. Как и краска на стенах мастерской. Масло на террасе будет тоже от компании Осмо. Обалденная вещь. Ну, о качестве, я думаю, вам не нужно ничего говорить. Свойства все те же. Водоотталкивающие, крепкие и так далее. Я думаю, что эта штука даже, наверное, круче, чем краска фасадная. Ну, фасад-то понятно, да, надо сохранять от солнца, УФ и вот это вот все от дождей. Но я думаю, что масло наверняка должно быть крепче, потому что мы по нему все же ходим. Ну, в смысле, по маслу, по террасной доске, да, но на которой все же нанесено масло. Это рукоятка от кисти. Огромная, широкая кисть, которой можно как минимум в 1,5 доски красить. А если соединить, то да нет, в принципе 1,5, да. Короче, складываешь и попер. У меня есть еще телескопическая палка, но она понадобится уже потом, когда я буду верхнюю часть непосредственно красить. Вот так, короче, это должно выглядеть. Можно в обратную сторону перевернуть, чтобы удобно было. И вот это все дело красится. Цвет серый. Цвет вживую будем наблюдать, как это будет выглядеть. Ну, в общем, наверняка то, что нужно. А вот и новый день. День выходной, но не для меня. Почему? Потому что там тишина, машины не работают, все нормально. Там буквально пару строителей что-то шевелят, и все где-то на дальнике их не слышно.
И надеюсь, они меня тоже, потому что я сейчас буду импактом, короче, крутить эти саморезы, которых у меня улетело просто хреново туча. Я вообще не ожидал, как такое может быть. Уложил, что тут, 12 рядов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 13. 13 рядов, ширина 2 метра получается и длина чуть больше 8 метров. Ну, чуть больше. Почему? Потому что вот здесь вот маленький клочок, грубо говоря, вот он у меня выпадает из-за мастерской, да, то есть вот здесь у меня 8 метров длина, 8 длина по стене. И на все это дело, ну, как вы понимаете, нехитрые подсчеты, да, 2 на 8 это 16, чуть больше 16 квадратов. Улетело почти 4 килограмма вот этих саморезов. Вот для сравнения, полная коробка стоит. И вот то, что осталось. Ну охренеть. А у меня еще с той стороны, а мне еще ступеньки делать. Итого мне как минимум точно еще 2 коробки надо, которые у меня, к счастью, есть. Замечательно. Дальше, что у нас тут? Что у нас тут? Инструмент отлично справляется, не портится, не мнется, не гадится. Вот прям идеально. Я рад, что я выбрал эту древесину американского ореха, да, которую, ну, типа, прям вообще не убить, можно сказать. Убил несколько сверел, да, потому что где-то чуть наискось, все, он сломался, остался в деревяхе. Бросил небрежно, отломил, все, до свидания. Да, слава богу, что у меня этих троек, 3-миллиметровых имеется в виду, сверил просто до хрена. Что у нас дальше? Здесь у нас произошел маленький апгрейд струбцин. Вот такая вот штуковина, чтобы цепляться. Прям, грубо говоря, да не грубо, а как есть. Вот так вот. Вот таким образом подтягиваем струбцины до нужного нам, скажем, зазора, да, в котором уже вставлена промежуточная рейка. Очень классная штука. Они очень хорошо подходят именно к этим струбцинам, к струбцинам DeWalt. Потому что что? Потому что эти штуки от фирмы, от компании, уж не знаю, как там правильно сказать, хорошо сидит. Металл вообще охрененный. Это Irwin. Насколько я знаю, это дочка. Вот эта штука пластиковая, то есть она ничего не царапает, когда мы здесь кладем на доску. Все классно, все работает. Здесь всего пара миллиметров, вот эта железка, но держит охренеть. У меня аж струбцины выгибаются, как я нажимаю на все это дело, но все держится отлично. Она вставляется, здесь вот такой вот язычок, скобка, и классно все это дело держит. У меня 2 таких струбцины получается, ну, оснащенных имеется в виду вот такими хреновинами. И все. Как вы понимаете, это просто сменная часть. Здесь у меня резинки идут на самих струбцинах. Резинки снимаются, одеваются вот эти штуковины. Охрененно. Что дальше? Инструмент работает, все хорошо, все классно. Масло. По маслу у меня еще больше половины банки. И, соответственно, я четко вижу, что мне осталось здесь 4 рядочка и с той стороны 4 на 5 метров. Там, ну, получается 20 квадратов. Здесь чуть больше 20, там 20-ка. Нужно будет обработать вот этой баночкой масла нижнюю часть доски, и мне ее, соответственно, хватит по расходу. Все как и с краской для мастерской. Вообще все сходится, все классно. Кстати, чуть не забыл, зацените, какой прикол я обнаружил у кисти, ну, скажем, у комплектации кисти от компании Osmo. Ну, это немцы, блин, вот действительно думают о людях. Я тут, значит, вот эту банку саморезом открывал, мучился, и только к концу дня увидел на ручке, пока работал, да, то есть я подошел к лежащей вот так вот ручке и вдруг разглядел вот эту несимметричную историю. Ну, имеется в виду, что вот здесь есть какой-то крючок, а вот здесь его нет. Что это такое? Зачем это надо? Крепится, как вы понимаете, я, по-моему, уже показывал. Вот таким вот образом проворачиваешь и вставляешь все это дело. Да, вот она рукоятка, вот она кисточка. Все это отдельно хранится. Так вот, что это такое? Вот этой вот
крючковой частью мы лишь подцепляем крышку банки, помогаем ей слегка приподняться. А вот этой более жесткой уже частью, да, без крючка, конкретно открываем эту самую банку. Капец, как все легко и просто. Ничего лишнего вообще не надо бегать и искать, и ковырять. Взгляните, что я с банкой тут сделал. Я ее просто убил. Ну, не банку, крышку. Жесть. Все деликатно, четко, просто. Ну что, поздравляю сам себя. Первая половина террасы готова. 2,5 на 8 метров. Даже с небольшим, как я уже говорил. Вот он как раз вот этот вот отрезочек сейчас и светится. Это то самое небольшое, да. Солнце сейчас за обед забегает. И оно должно исчезнуть. Мне сейчас надо работать здесь, но это сейчас практически невозможно. Это прям жесть. Очень сильно топит. На солнце находиться невозможно. Что произошло здесь, в торце, где будет непосредственно лестница, большущая лестница. Ширину еще не выбрал. Здесь проем получился, ну, вот эта диагональка 3,6 метра. Я думаю, 2 метра по 800 отступы будет достаточно, чтобы спускаться и подниматься. Но суть-то не в этом. Суть в том, что здесь произошло у меня. Что я тут натворил. Начал спиливать этот торец. Все это дело вымерил, посчитал, все классно и давай херачить. Дошел до середины и понял, что я отпиливаю доски под самый корешок, под самую балку, которая вот тут внизу непосредственно находится, на чем все это дело и стоит. А хотелось сделать вот такую ступеньку, оставить ступеньку 3-сантиметровую, как и с вот этой стороны. Здесь то же самое. Здесь у меня 3 сантиметра, вот он, свес есть. Я хотел оставить этот свес под, скажем, последнюю ступеньку, да, то есть это же все ступеньки, и все, уже заходим на платформу. Хотел сделать так, но в итоге, блин, я не знаю где, ну перегрелся уже, да. Срезал под самый корешок и думаю, ну все, это кранты, это прям беда. И жить с этим будет невозможно. Потом думаю, ну ладно, что, выкручусь, поставлю вот эту планку, хрен с ней. А потом до меня реально доходит, что без вот этой планки, я не знаю, как правильно назвать, но не притворная планка, это что, ну, типа, блин, короче, неважно, концевик какой-то тут. Очень даже, кстати, это реально необходимо. Ну, хрен бы с ним, да, то, что я говорю, что здесь фаски поснимал, все классно, типа не зацепился бы и так далее. Но здесь вот такие острые углы, и не дай бог подниматься в сланцах и зацепиться, то есть если бы они торчали, прям торчали, да, все эти доски, как последняя ступенька, первая или последняя, неважно. Вот это была бы очень болючая история. Это просто капец был бы. И в итоге вот такая вещь очень даже выручила в конце.
Я все это дело на клей подсадил. У меня здесь еще есть вот такие трещины. Да, я говорил, доски у меня не самые классные. Их немного, через одну буквально стоят, но все же. На клей и в каждую по саморезу. Саморез заходил под прямым углом, соответственно, где-то нет-нет, я еще и эту трещину, скажем, ну да, подсшил, подстянул. Вот, в общем, такое решение мне понравилось. Сам накосячил, сам выкрутился, и в итоге, ну, по-моему, очень даже неплохо. Здесь вот такой переход у меня получился. Да. Почему? Потому что вот эту доску и все последующие, что идут вдоль дома, мне пришлось подрезать. Буквально на 1,5 сантиметра я резанул вдоль. Все тут зашлифовал, подскруглил и сделал вот такой переход. Знаете, как на столешницах делают обычно. Здесь тоже пришлось вот это дело резануть. Для чего? Для того, чтобы у меня снова же вот здесь организовался свес в 3 сантиметра, 30 миллиметров. То есть вот сюда вот он летит, летит, летит. Все, и дальше поедет здесь. Будет ли здесь свес, я еще не знаю, потому что здесь будет поднимающаяся калитка для какого-то хранения. Конечно, да, хранение такое себе будет, потому что все равно так или иначе дождь будет лить, но все равно можно будет что-то закинуть туда. Не особо, скажем, важное хранить можно. Вот. И сейчас мне остается вот это все застелить. Здесь 20 квадратов. Может, чуть больше даже получается. Или чуть меньше, чуть больше, неважно. Короче, 20-ка 100% здесь есть. За сегодня надо это все сделать. Подготовить все доски с трещинами. Потому что трещины, ну, прям такие себе не очень некрасивые. И на этот счет у меня есть вот такой герметик. Акриловый. Высокая паропроницаемость, устойчивость к УФ-излучению для паркета ламината. Во как. Короче, это идеально мне подходит. Я должен вот такие вот щелочки подзамазать. Акрил классная штука в плане того, что ты можешь нанести его туда и потом влажной тряпочкой или губкой смыть все лишнее. После чего возьму щетку по-свежему прям и придам текстуру, чтобы не было вот это зализано, заглажено, как попало. В каждую досточку с вот такими вот трещинами мне придется это дело подзалить. Да, ну, я думаю, это не супер сложно будет, но это нужно сделать однозначно. И все, и завтра уже, а может быть и сегодня вечером, если прям время будет. Нет, никаких вечером, завтра, точно, только завтра акрилку нанесу, пусть она сохнет. Да, я про нее не говорил, что это единственный, я думаю, герметик, у которого есть адгезия к маслу, то есть, да и вообще к любому лакокрасочному покрытию. Потому что всякие силиконовые и так далее, вот эти герметики, они вообще не красятся, они глянцевые, и это полная хрень, да. А вот эта штука очень даже легко на себе удержит, я думаю, вообще все что угодно. Плюс ко всему, я говорю, я щеткой прогоню и сделаю такую, ну, шероховатость, адгезию. Подгоню ему. Ну и все, что, надо приступать. Я буквально час еще страдану, пока солнышко надо мной стоит. Потом оно начнет прятаться, и мне будет уже хорошо. Сейчас у меня сплошняком 4-метровые палки идут, никаких переходов, ничего лишнего. Все, просто иду, ставлю до конца, и потом разом отрезаю все лишнее. Все. И все, и будет готово. Останутся только лесенки. Добил я, короче, еще 20 квадратов. Это вообще прям что-то прям тяжко. И не конкретно работа тяжкая, потому что солнце, ну вот только-только пошли какие-то облачка. И завтра вечером вроде как передают дождь. Поэтому сегодня нужно обязательно нанести первый слой масла. 12 часов оно сохнет, время у меня 4 часа, я надеюсь, что до 6 я управлюсь, соответственно в 6 утра уже будет 12 часов, как все это будет сохнуть. Но я, естественно, не начну в 6 утра, что я, псих, что ли? Да, будет еще жаркое солнце, ну где-то плюс-минус в обед я смогу выползти, то есть еще и дам фору первому слою подсохнуть и уже бахнуть второй слой. Нормально будет все. А дождь там что-то, ну, как вечером.
к ночи обещают. Соответственно, там тоже 12 часов пройдет. И я не думаю, что что-то произойдет с маслом, потому что под таким пеклом достаточно быстро все подсыхает. Короче, выглядит все это вот так. Я уже прикрыл стены, убрал углы, один, второй в том конце и наличку с двери убрал, да, чтобы не зацепить, картоночкой все это дело проложил. Ну, в общем-то, и все. Все зачистил, все пропылесосил. Где надо герметиком, все зашпаклевал. Вот оно, да, вот эти места, все. Это вот все трещины. Все это сделано должным образом. Ну, на мой взгляд. Да, вроде как все неплохо. Ну, все, что, у меня еще как раз 2 банки масла в наличии. И мне этого более чем достаточно. Просто убийца. Да, еще и на лесенке ступеньки хватит. Так что что, ну, ждать-то, наверное, уже нечего. Надо начинать. Как вы понимаете, это был второй слой нанесения масла. Блин, какой же запах, я его просто обожаю, капец. Это тот же самый запах масла, которым я работаю в мастерской, да, то есть которым покрывал деревянные изделия и так далее. То есть, блин, только здесь масштаб, конечно же, совсем другой, блин. Это, наверное, кстати, одна из самых приятных и легких работ из всего, что пока что было сделано. Дальше у меня будет зашивка низа. Как вы понимаете, зашивка низа имеется в виду всей этой террасы, да, и 2 лестницы. Но это уже, конечно же, будет в следующий раз. Серый пепел такой вообще получился охрененно. Камера, кстати, я вот смотрю сейчас на экран, не передает того цвета на самом деле, который вижу я. Обалденно, здорово получилось. Вот эти потеки меня не интересуют. Здесь будет лестница и будет решетка, рейка краситься, которая будет здесь находиться. Все, у меня уже заканчивается время и память на флешке. Еще одна серия, друзья. Что делать? Да, я не могу вот так вот просто брать, клепать. И вам эти 2 часа видео, вот они нафиг не нужны, если не целых 3. Все, всем спасибо. У меня все получилось. Класс.